Всем огромный привет, с вами Оксана. В этом видео вместе с вами свяжем вот такие вот следочки. Вот так они выглядят. Задняя часть, смотрите, следка поднята, чтобы не соскальзывала с пяточки. Вяжется буквально на 2 спицах. Вот такая вот подошва с таким вот красивым узорчиком. Эти следочки связаны на размер где-то примерно 37-38, а длину стопы 24-24,5 сантиметра. Но эти следки очень легко вязать на любой размер. Всего вот эту верхнюю часть можно вязать для всех размеров одинаково, а вот эту только часть по длине. Длиннее вязать, и все. И тогда автоматически уже длина следочка становится длиннее. И можно на любую ширину ноги также вязать, просто шире вязать подошву. И все. Все очень легко и просто регулируется. Так, давайте скажу расход пряжи. Из чего я вязала? Я вязала из носочной пряжи. Обязательно я сейчас все вяжу из носочной пряжи, потому что носки носятся очень долго, долго не рвутся. И поэтому я теперь только пользуюсь носочной пряжей. Итак, пряжа у меня Alize Artisan. Это розовая, вот видите, цвет. Так, 100 грамм, 100 грамм 420 метров. Цвет номер 798. И состав у нее классическая носочная пряжа. Это у нас, не знаю, видно или нет, наверное, не видно, 75% шерсть и 25% полиамид. Из этой пряжи носки можно стирать в стиральной машине, и очень долго они носятся, как я уже сказала. Так, вязала я в 2 нитки. А вторая просто любая вспомогательная пряжа, там надо всего лишь чуть-чуть, это альпаку взяла, да и все. Ну, можно белый цвет, вообще любой, он находится только сверху и не сотрется. Расход пряжи, вот эту пряжу у меня ушла где-то 50 грамм. Вот этой пряжи. Поэтому одного мотка хватит вам на 2 пары следочков 37-38 размера, если вы, конечно, попадете в мою же плотность. Спицы нам понадобятся, сейчас скажу какие. Это 2 вот такие чулочные спицы, можно 5 чулочных спиц взять. Потом спицы налески, еще я взяла вот такие спицы налески 3 миллиметра. Размер этих спиц 3 миллиметра. Можно не налески взять, но ими удобнее потом просто вывязывать подошву. 2 маркера нам надо, ну и ножницы. Обвязка вот здесь идет следочка, смотрите, с имитацией крючка. Я это тоже все покажу, как это делать. Ну и давайте теперь приступим уже к вязанию данных следков. Вяжется быстро, легко, несложно. Вязать будем следочек от мысочка, вот с этой части. Так, розовым цветом я вязала в 2 нити, поэтому берем вот 2 нитки, небольшой хвостик, берем спицу, набираем первую петлю, набрали, всего должно быть 8 петель. Это первая петля, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, 8 петель набрано. Вот эти нитки зафиксировать, просто вот завязать вот такой вот узелочек. Все, и начинаем вязать. Так, первый ряд просто провязываем все петли лицевые. Первую петлю снимаю, а остальные все петли лицевые. А кромочную петлю я буду вязать изнаночную. Вот эту крайнюю петлю кромочную провязала изнаночной. Все, провязала. Вот этот ряд у нас изнаночный. Видите, вот здесь вот такая дорожка. А вот этот лицевой. Здесь вот такая вот дорожка. Еще как можно ориентироваться, где лицевой ряд.
вот эта ниточка, она с левой стороны. В лицевых рядах будем делать прибавление, а в изнаночных просто вязать лицевыми петлями. Итак, первую петлю снимаю, следующая лицевая, следующую петлю прибавляем, просто вот таким способом добавляем петлю. Добавили, далее провязываем 1, 2, 3, 4 лицевые и снова добавляем, вот так заводим петлю и добавляем, провязываем лицевая и кромочная, изнаночная. Провязали второй ряд. Так, третий ряд разворачиваем вязание и провязываем просто все петли лицевые. Первую петлю снимаю, сняла, а остальные все петли лицевые. Вот так вот. Вот прибавка, мы ее тоже провязываем лицевой, и все остальные лицевые. Кромочная, изнаночная. Провязали. Все. И теперь снова делаем прибавление, как мы уже и делали. Первую петлю снимаем, следующая петля лицевая, добавляем петлю, вот так, добавили, провязываем. Здесь уже у нас 6 лицевых. И делаем прибавление вот таким вот образом. Раз, прибавили, лицевая и изнаночная. Все. Разворачиваемся. В обратную сторону вяжем просто все петли лицевые. Первую петлю снимаем, следующие вяжем лицевые, а кромочную изнаночную. Все. И вот так мы повторяем вот эти 2 ряда. Вот у нас начинается мысочек. Мы повторяем эти 2 ряда, пока на спицах не будет 24 петли. Так, самостоятельно вяжите пока эти 2 ряда, и пока не будет вот здесь 24 петли. Так, вот смотрите, я провязала. Вот здесь у нас 24 петли. Теперь вот здесь. Далее будем вязать белым цветом. Это лицевая сторона, вот он хвостик с этой стороны. Берем белую ниточку и вяжем 4 ряда лицевой гладью. Первую петлю, смотрите, снимаю, дальше вяжу лицевыми петлями. Все петли лицевые, кроме кромочной. Кромочную я так и буду вязать изнаночной. Так, довязываем ряд до конца. Довязала, и кромочная, изнаночная. Все, провязала. Вот здесь завязать надо будет вот эти 2 хвостика. Туго не затягиваем, просто слегка завяжем. Все, завязали. И теперь разворачиваемся и вяжем в обратную сторону изнаночными петлями. Первую петлю снимаем и просто провязываю все петли изнаночные. Кромочную петлю я тоже провязываю изнаночной. Вот, провязала. Изнаночная. Разворачиваем вязание. Первую петлю снимаю. И дальше все петли вяжу лицевыми. Кромочную, изнаночной провяжу. Так, кромочная, изнаночная. Разворачиваем вязание. Первую петлю снимаем и все петли изнаночные. Все, провязала. Так, это получается у нас вот белым цветом 4 ряда. Далее будем вязать вот эти вот дорожки. Очень интересно они вяжутся. Так, как их вязать? Смотрите, вот розовую нитку мы не отрезали. Первую петлю снимаем
И вот эту ниточку белую перекидываем вперед, вот сюда, вперед, оставляем. Берем розовую нить, вот она, и провязываем вот вперед, перекидываем ее изнаночную петлю. Вот, провязываем изнаночную. Изнаночную петлю провязали. Смотрите, нитку вот здесь вот так оставляем, берем белую нить, и она как бы поверх, видите, сверху розовой, и провязываем изнаночную петлю. Провязали, снова нить белую оставляем, розовую вот сверху белую, видите, перекрещиваем вот так, раз, провязываем изнаночную петлю, снова розовую оставляем, белую берем сверху вот так над розовой, вот, и провязываем белый, вот так. Берем белую, оставляем, вот эту вот так перекручиваем вот поверх, провязываем изнаночной. И так повторяем. Вот, раз, провязали изнаночной, оставили, берем розовую, вот перекрещиваем снова, вот получается дорожка такая, и провязываем изнаночной, снова оставляем, берем белую, изнаночная, туго не вяжем, чтобы у вас не стянуло полотно, изнаночная. Тут вот так расправить можно аккуратненько. И снова. И так вяжем до конца весь ряд. Не забываем вот перекрещивать ниточки одна поверх другой. Они, конечно, запутываются, но вот такая вот дорожка получается. Изнаночная, изнаночная, изнаночная. И заканчиваем ряд. Смотрите, снова вот белые. И в конце разворачиваем вот розовые. Все, ряд провязали. Вот так вот. Вот такая вот дорожка получилась. Теперь будем вязать в обратную сторону. Сейчас я распутаю ниточки. Теперь вяжем в обратную сторону. Разворачиваем вязание. И смотрите, первую петлю снимаю. Вот. Где была белая, провязываем белую. Но смотрите, нитку оставляем вот таким вот образом. Вот белая поверх розовой. И провязываем лицевой. Провязали. Ниточку оставляем вот так, перекрещиваем, провязываем розовый. Снова смотрите, раз, вот две нитки, раз, вот так. Перекрещиваем, белая, эту оставляем, а розовую вот поверх белой, розовая, раз, оставили, вот, видите, вот так, вот видно, да, розовая и сверху белая, провязали, вот розовую оставили, берем, ой, белую оставили, берем розовую, вот, и перекрестили вот таким вот образом. Розовые. И все, и вот так вяжем до конца весь ряд. Вот сначала розовая над розовым петля, видите, а белая над белой. Главное там перекрестить, чтобы была вот такая вот красивая дорожка.
Так, я заканчиваю ряд. Розовое перекрещиваем. Смотрите, белое. Так, перекрещиваем. Смотрите, провязываем лицевое розовое и нитку перекидываем. Это изнаночная сторона вперед. Вот, спереди ее оставляем. Вот так. Вот она. А вот эту последнюю петлю довязываю изнаночной белой. Все. Провязала, разворачиваемся и смотрим. Вот что получилось. Вот такая вот красивая дорожка. Дальше мы повторяем вот эти ряды. Вот эти вот ряды повторяем. Смотрите. Вот получается у нас 4 ряда белым цветом, потом вот эта дорожка. 4 ряда белым цветом, дорожка. И так я вязала. Вот так подальше вам сделаю, чтобы хорошо видно было. Вот. И так я вязала 4 дорожки. Если вы вяжете на больший размер, либо у вас тоньше пряжа, да, вы меряете вот эту часть от начала, видите, подъема. Вот здесь подъем у нас начинается. Вот до сюда вы вяжете вот этот узор, повторяя вот эти ряды. Сколько тут? 6 рядов, да, получается? Мы их повторяем. Я сейчас самостоятельно вот эту часть довяжу. Заканчивается 4 рядами белыми и покажу, как дальше вязать. Здесь еще вяжем 4 ряда белых и потом 4 ряда, да? 4 ряда, по-моему, розовым цветом, платочная вязка. Я сейчас довяжу и дальше уже будем вязать. Так, смотрите, все, я довязала. Вот у меня 1, 2, 3, 4 вот эти полосочки. Если вот так растянуть, очень хорошо растягивается. Давайте скажу на 38 размер, сколько я вязала. Если вот так от начала посмотреть и вот растянуть, чтобы красиво было, ну, где-то даже многое, 15 сантиметров вот у меня вышло. Вот так. Так, дальше смотрите, как вязать. Если больше размер у вас 39, 40, либо тонкая пряжа, то просто можно добавить еще вот этот ряд. Ну, это, думаю, понятно, да? Так, все, дальше что мы вяжем? Дальше, когда мы это все провязали, мы отрезали белую нитку, больше она нам не нужна. Дальше мы будем вязать только розовым цветом. Сейчас надо нам провязать 4 ряда только лицевыми петлями платочной вязкой. Как мы это вяжем? Первую снимаем. Следующая у нас петля идет лицевая. Вот провязываем лицевой. И дальше все петли вяжем лицевыми, кроме кромочной. Кромочная у меня, как всегда, будет изнаночная. Так, я довязываю ряд. Кромочная, изнаночная. Разворачиваем, обратно вязание. Первую петлю снимаем и вяжу обратно лицевыми петлями. Так, довязываю ряд до конца лицевыми петлями. Кромочная, изнаночная. Так, вот этот хвостик, вот он, его надо завязать, чтобы он никуда не делся, но туго сильно не завязываем, чтобы не стянуть полотно, слегка. Все. И снова повторяем 2 ряда. Вот у нас одна дорожка. И снова первую петлю снимаем. Вяжем все петли лицевые, кроме кромочной. Кромочная петля, изнаночная. Разворачиваем вязание и вяжем в обратную сторону. Первую петлю снимаем. Вяжем все петли лицевые, кроме кромочной. Кромочная, изнаночной. Кромочная, изнаночная. Все, провязали. Теперь мы будем разделять на 2 части. Первую петлю снимаем и вяжем 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все. Всего здесь 10 петель. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. С обратной стороны тоже должно быть 10 петель. 2, 4, 6, 8, 10. Вот эти 4 петли надо закрыть. Вот провязываем 1 раз 2 петли, потом 2 раз 2 петли вместе, 3 раз 2 петли вместе и 4 раз 2 петли вместе. Провязали, считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и вот она
10. Все. И вяжем лицевыми петлями эти 10 петель. Кромочная и изнаночная. Провязали. Вот видите, мы разделили пополам. Вот она, серединка наша. Так, теперь вяжем поворотными рядами. Разворачиваем вязание. Первую петлю снимаем. Вяжем 9 лицевых и кромочная и так вот. В общем, вяжем лицевыми, а кромочная и изнаночная. Вот кромочная, ее провязываем изнаночной. Разворачиваем вязание. Первую снимаем и снова вяжем еще. Нам надо так связать еще где-то 4 ряда. Это уже, смотрите, если у вас больше размер, можно больше вязать. Я вот, например, для своего 38 размера вязала здесь 6 рядов, по-моему, если не ошибаюсь. Сейчас я вам покажу. Ой, вот видите, я ошиблась. Так, вяжем лицевыми петлями. Не забываем, так как у нас платочная вязка. Кромочная и изнаночная. Разворачиваем вязание. Так, и еще вяжем. Изнаночная. Так, и последний ряд, потом будем делать прибавление. Так, смотрите, если вот так считать по дорожкам, то здесь вот у меня 1, 2, 3, 4, 5 вот этих дорожек. Далее будем делать прибавление. Вот видите, вот здесь вот так идет вверх. Делаем вот здесь мы прибавки до 16 петель. 6 раз, значит, мы прибавляем. Смотрите, я вам сейчас покажу, как прибавки буду делать. Вот у нас середина носочка, значит, прибавочка будет с этой стороны. Первую петлю снимаем. И вот здесь вот есть вот у петельки вот такой бок. Отсюда мы провязываем лицевую, добавили. И дальше вяжем лицевыми. Изнаночная. Все, провязали. Разворачиваем вязание. Так как это изнаночная сторона, здесь все петли лицевые. Кромочная и изнаночная. Кромочная и изнаночная. И снова повторяем. Снова делаем прибавление. Она в лицевом ряду. Первую петлю, смотрите, вот снимаю. Следующая вот здесь. Вот. Поднимаем петлю, добавляем и вяжем все петли, следующие лицевые. Кромочная и изнаночная. Разворачиваем вязание, все петли лицевые. И так мы повторяем эти 2 ряда, пока у нас на спицах не станет 16 петель. Так, все. Смотрите, прибавляем, повторяем эти 2 ряда, пока вот здесь не станет 16 петель. Так, добавляем самостоятельно дальше. Смотрите, вот я добавила петли, вот что получилось. Здесь у меня сейчас 16 петель. Далее вяжем просто прямо до пяточки, но не чтоб свелись пятки, потому что пятка, смотрите, вот здесь вот так провязывается дальше. Здесь я вязала вот так, если считать, 16 дорожек. Сейчас у меня вот 11 дорожек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 дорожек. Надо еще 4 дорожки. Умножаем на 2, значит 8 рядов. Сейчас я поворотными рядами просто туда-обратно буду вязать 8 рядов. Просто вот лицевыми петлями я провязываю, прибавки ничего не делаю. 8 рядов. Ну, я думаю, здесь понятно, да, уже просто я сейчас довяжу и покажу, как вязать
дальше. Все, повернулись, первую сняли и дальше вяжем лицевыми кромочная и изнаночная. И так провязываем дальше самостоятельно 8 рядов. Но уже 2 ряда я с вами провязала, значит 6 рядов. Так, все, вяжем. Все, здесь я провязала 15 дорожек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот 15 дорожек провязаны. Сколько сантиметров? Ну, сейчас давайте скажу. Так, вот эта часть у меня 8 сантиметров. Вот, 8. Не растягивая, понимаете? Если растянуть, это хорошо очень все тянется. Вот, видите? Как хорошо все тянется. Прекрасно. Теперь эти петли закрываем. Закрываем самым обычным способом. Первую снимаем, следующую провязываем лицевой и протягиваем. Лицевая. Туго не закрывайте здесь, потому что потом будем тут набирать петли. Чтобы хорошо найти эту косичку, туго не надо затягивать. И тем более это пяточка, и чтобы там петли не стянулись на пятки еще, чтобы пятка не сползала. Так, сейчас закроем петли и будем вязать вторую часть. И последняя петля, провязываем лицевой, протягиваем. Все, теперь вот здесь еще вот так делаем. И берем и отрезаем ниточку. Все, отрезали, вытянули. Готова одна часть. Теперь вяжем вторую часть. Как вяжем вторую часть? Так как мы вязали, как вы помните, справа налево, значит теперь вот здесь надо вязать наоборот, вот так. Разворачиваемся и начинаем с этой стороны, с изнаночной. Берем ниточку, так, и начинаем вязать лицевыми петлями. Вот первую лицевую провязала, потом я соединяю вот эти нитки вместе и провязываю петли лицевыми. Провязала, потом вот этот кончик вывожу на изнанку. Все, дальше вяжу лицевыми. Как вы помните, здесь надо провязать еще 4 ряда лицевыми, да, чтобы вот здесь было 5 дорожек. Поэтому я буду пока без прибавок вязать лицевыми петлями. Кромочную так вяжем изнаночной. Разворачиваемся, первое снимаем, провязываем лицевыми, изнаночная, так, разворачиваем вязание и еще раз вяжем туда-обратно. Изнаночная, еще раз по изнаночной стороне провязываем лицевыми петлями. Так, теперь мы снова повторяем. Смотрите, вот у нас 5 дорожек. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь будем прибавки делать. Вот такие вот прибавки вот здесь, как делали. Только теперь, смотрите, если мы с этой стороны сделали, значит, вот с этой стороны будем делать прибавление. Давайте покажу, как я буду делать эту прибавку.
Смотрите, первую снимаем, вяжем лицевыми петлями, 9 петель провязываем. Вот, провязали, смотрите, вот петлю, да? Вот, довязали. И здесь есть вот такая вот петелечка, вот. Вот ее вот так поднимаем и провязываем лицевой. Кромочная и изнаночная. Разворачиваемся, вяжем в обратную сторону лицевыми петлями. Сейчас я еще раз вам покажу, на всякий случай. А потом вы уже эту часть довяжете самостоятельно, потому что там все повторяется. Потом добавите до 16 петель и прямо. Первую снимаем, вяжем лицевыми до кромочной петли. Довязала, смотрите, вот она, вот эта петелечка. Вот так берем, оп, подняли, провязали лицевая, изнаночная. Все. Дальше мы повторяем. Все. Повторяем вот эту часть точно так же, как вот эту. Далее, потом, когда довяжете, и здесь будет 16 петель, вяжете вот эту часть прямо. И потом я покажу, как закрыть петли. Не спешите, без меня не закрывайте. Смотрите, 15 дорожек все провязаны. Ниточка, вот смотрите, это вот лицевая сторона изнутри. Почему я сказала не закрывать? Нитка должна быть вот здесь снаружи, значит и здесь снаружи. Значит, мы закрываем по изнаночной стороне. Здесь по лицевой стороне не закрываем, здесь по изнаночной. Разворачиваемся. Вот она нитка, и мы закрываем эти петли. Так, первую снимаем, следующую провязываем и протягиваем. Снова, как я уже и говорила, туго ничего не надо делать, чтобы потом эти петли хорошо найти и не стягивала пяточка у нас. Здесь все обычным способом делаем. И последняя петля провязываем и вытягиваем. Здесь хвостик с этой стороны длинный делать не надо. Здесь можно небольшой такой хвостик оставлять. Все, отрезаем. Готово. Переворачиваем. Все. Теперь будем вот так набирать петли. Вот она ниточка. Нитки связываем теперь снова. Ну, я лучше узелок делаю. Все. Можно набирать этими же спицами чулочными, но я буду на леске спицами набирать. Вот спицы на леске, и приготовим 2 маркера. И будем набирать петли. Вот видите, лицевая сторона. Вот по этой стороне я буду набирать петли. Вот, находим край. Что-то мне все кажется, что мутно как-то. Надеюсь, вам хорошо видно. Так, вот цепочка. Из-за нее набираем вот первую петлю. Потом вот вторую. И вот так просто по краю я набираю петли. Здесь все видно очень хорошо, эту цепочку. Я думаю, здесь все справятся. Вот целиком вводим и набираем петли. Здесь тоже, вот видите, переход очень хорошо видно. Здесь вот дорожки эти. Так, здесь узелок. Ну, выводим его на обратную сторону, на изнаночную. И
И дальше набираем. И вот я уже дошла до мыска, набираю петли до мыска. Так, все, смотрите, я набрала. Так, вот я набрала вот эту всю сторону, вот до мысочка. Вот здесь у меня получилось 38 петель. У вас может быть другое количество петель. Главное, чтобы у вас было здесь 38 и здесь 38 по другой стороне. Здесь теперь мы будем набирать мысок. Так, нитку убираем. Здесь ставим маркер и набираем петли. Находим, где тут первая петелька. Этот кончик мешает. И вот набираем вот. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Все. Вот здесь у меня будет мысочек 6 петель. Ставим маркер и набираем вторую сторону. Находим вот первую и набираем вот. Вот. Раз. Подтягиваем. Два. Но здесь уже боковая часть, здесь уже должно получиться 38 петель. Набираем вторую сторону. Вот здесь за цепочку вот эту берем и набираем. Вот ее очень хорошо вот видно. Особенно белый цвет, прям отлично. Если здесь, вот смотрите, большая дырочка, да, берете вот эту белую нитку, следующую, захватываете и вытягиваете, вот, видите, и дальше продолжаете набирать. Либо вот сюда можно вот. Оп. Убираем петли и пересчитываем, чтобы с двух сторон было одинаково. Так, все, я набрала и сейчас пересчитаю, чтобы с этой стороны 38 было и здесь. Все, я пересчитала, тут и тут 38, здесь 6 петель. И начинаем вязать в обратную сторону все петли лицевые. Первую петлю снимаем, перекидываем нить и провязываем все петли лицевые. Так, я довязываю ряд, смотрите, до конца. Кромочная, как обычно, у меня будет изнаночной. Разворачиваю вязание, вот что получается, и вяжу до мысочка теперь лицевыми петлями. Первую петлю снимаю и снова вяжу лицевыми до мыска. Смотрите, я довязываю до мыска, перекидываю маркер, вяжу 6 петель от мыска,
6 петель провязала, убираю маркер, смотрите, и вот эти 2 петли, вот они 2, я провязываю 2 вместе. Вот, провязала, разворачиваем вязание, снимаю петлю, перекидываю ее и вяжу лицевыми петлями до маркера. Так, до маркера довязала, убираем маркер, провязываю 2 петли вместе, провязала, разворачиваю вязание, развернулась, первую петлю снимаю, вяжем лицевыми петлями. Так, смотрите, и вот здесь, когда мы довяжем, вот лицевыми, вот здесь такое расстояние, значит, следующие 2 петли еще раз провязываем 2 вместе. Это мы на мысок по краям добавляем петли, разворачиваем вязание, снимаем, вяжем лицевыми петлями. Провязали, вот оно большое снова расстояние, следующие 2 петли добавляем, провязываем их 2 вместе лицевые, разворачиваемся, первую петлю снимаем, вяжем снова лицевыми. Десять петель провязали, вот расстояние, еще раз провязываем 2 вместе, провязали, развернулись, давайте, может, поближе сделаем, теперь в увеличенном, сняли, перекинули ниточку, вяжем лицевыми. Так, провязали, еще раз захватываем 2 петли, теперь у нас 12 петель. Так, разворачиваем вязание, первую снимаем, вяжем в обратную сторону лицевыми, считаем вот петли, вот большое расстояние, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петель здесь у нас, а нам надо 14, значит, мы еще раз провязываем 2 вместе, разворачиваем вязание, первую снимаем, перекидываем нитку, вяжем лицевыми. Так, довязали, вот у нас большое расстояние, и провязываем еще раз 2 вместе, провязали, все. Теперь смотрите, у нас вот здесь вот большое расстояние, да? Вот, и здесь 14 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 петель, да? Все, теперь мы будем вязать, так, вот сейчас здесь покажу, наверное. Смотрите, вот мы сделали, добавили петли, вот, до 14 петель, теперь вот эти 14 петель мы будем вот так прямо вязать, да, и захватывать вот эти боковые петли, которые мы набрали. Так, что мы делаем? Если у вас больше размер, шире нога, просто увеличиваем вот эту часть. Как теперь провязываем? Так, первую снимаем, вяжем лицевыми петлями. Мы теперь всегда будем вязать лицевыми петлями, платочной вязкой. И сейчас вот смотрите, я довязала вот эту петлю, вот видите, большое расстояние, вот эту петлю я провяжу вместе с вот этой, чтобы вот это расстояние вот так рассузилось, и все. Я беру вот так
и провязываю 2 петли вместе. Провязала, разворачиваю вязание. Все, развернулась, первую сняла и вяжу в обратную сторону лицевыми петлями. И не доходим одну петлю, где у нас большое расстояние. Вот видите, у нас снова вот это большое расстояние, и мы вот эти 2 петли лицевой провяжем. Все, провязали, развернулись. И давайте в увеличенном виде еще вам сниму, вот, поближе. Развернулись, вот у нас большое расстояние, снимаем петлю, перекидываю на обратную сторону и вяжем лицевыми петлями в обратную сторону. Смотрите, вот довязали, вот у нас большое вот это расстояние, мы вот эти 2 петли провязываем 2 вместе, провязали, подтянули, развернулись, сняли петлю, перекинули и вяжем в обратную сторону лицевыми петлями. Всего мы провязываем 14 центральных петель, а крайние мы провязываем по 2 вместе. И всегда у нас теперь 14 петель. Так, вот, смотрите, большое расстояние и провязали 2 вместе. Все, вот, видите, у нас получается мы туда-сюда вот провязываем. Так, вот, туда-сюда вот здесь будем вязать, и вот здесь вот такая вот подошва будет. Вот такая вот. Все, дальше повторяем самостоятельно, пока у нас не закончатся все петли на леске. Смотрите, все, я провязала, все петли закончились, вот что получилось с одной стороны, со второй, сверху. И теперь будем вязать, вот, видите, вот так, вверх, заднюю часть, пяточку. Вот таким вот образом, вот туда-сюда, вот эту часть, и потом будет вот такое вот сужение. Так. Смотрите, берем снова вот такие спицы чулочные, первую петлю снимаю и вяжу петли лицевые и не довязываю 2 петли. Вот довязала, вот эти 2 петельки мы провязываем вот так, 2 вместе. Провязала, убираем спицы на лески и теперь мы поднимаем петли вот здесь, вот где вот хвостик, да, и вот она первая петля, вот он хвостик и первая петля, мы сюда вводим спицу и поднимаем петлю. Все, подняли, разворачиваем вязание и вяжем в обратную сторону. Первую петлю снимаем, перекидываем нить, вяжем лицевыми петлями и снова не довязываем 2 петли. Так, смотрите, 2 петли не довязала, провязываю их, 2 петли вместе лицевые, находим хвостик наш здесь. Вернее, здесь с этой стороны его нет. Первую петельку вот находим, вот она, где мы закрывали петли. Получается. Так, вот, если посмотреть, где-то вот здесь. И поднимаем вот так петлю. Все, смотрите, подняли, подтянули, развернулись. И теперь вот таким образом вяжем туда-сюда. Снимаем и вяжем обратно лицевыми петлями. И не довязываем снова 2 петли. Вот, смотрите, не довязал 2 петли,
провязываем их 2 петли вместе лицевые. Здесь, смотрите, вот хорошо видно, отсюда мы уже вытянули. Следующую вводим спицу и вытягиваем ниточку. Снова поднимаем следующую петлю, разворачиваемся, снимаем первую петлю, перекидываем нить и вяжем лицевыми петлями. И снова в конце вяжем 2 петли и 1 петлю добавляем. Вот видите, довязала, провязываю вот эти 2 петли вместе лицевые. А здесь, смотрите, поднимаем петлю с обратной стороны, вот так заходим и поднимаем. Все, разворачиваемся и вяжем в обратную сторону. Первую петлю снимаем, вяжем дальше лицевыми и снова в конце провязываем 2 петли вместе. Я думаю, здесь уже понятно, да? Вот 2 петли, провязали 2 вместе петли, и вот следующую петельку вот так берем, поднимаем. Всего у нас также остается 14 петель, но мы при этом еще поднимаем 1 боковую, и вот для этого, чтобы у нас не менялось количество петель, мы провязываем в конце 2 петли вместе. 1 убавили, получается, 1 прибавили петлю. Так, вот дошли, провязали вот так 2 вместе. Можно поднимать с той стороны, если вы вот не знаете, запутались. Я обычно так делаю. Можно, смотрите, как сделать, да? Можно наоборот сделать. С лицевой стороны зайти и поднять. Вот смотрите, вот так можно развернуться. Если вы не понимаете, где вот здесь видно поднято, можете вот с этой стороны вот так зайти, вот так поднять петлю. Вот так, все. И вязать в обратную сторону. Можно так поднимать. Смотрите, как вам удобно. Мне удобнее с обратной стороны, вот как я показывала в самом начале делать. Так провязывать. Но здесь где-то вяжем, чтобы получилось где-то 10 дорожек. Потом буду убавлять петли. Провязала и вот здесь подняла. Думаю, здесь сняла, перекинула. Дальше вяжем лицевыми. Так. Две вместе. Провязала. И следующую петлю. Разворачиваемся. И так. Итак, вяжем где-то, сейчас скажу, сколько дорожек. Если посчитать, то вот отсюда, где мы начали, где-то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 дорожек где-то надо будет вот здесь провязать, посчитать примерно. И потом будем делать убавки. Так, самостоятельно провяжите, я сейчас довяжу и покажу. Смотрите, вот я провязала, вот такая вот пяточка. И вот здесь осталось 5 петель. И вот здесь 1, 2, 3, 4, вот 5 петелек осталось. Вот видите? Теперь вот здесь будем убавлять петли, как я это буду делать. Так, давайте поближе сделаем. Вот так. Так, что делаю? Первую петлю снимаем. Это лицевая сторона. И вот эти 2 петли провязываем 2 петли вместе. Вот так берем, провязываем 2 петли вместе. Далее вяжем лицевыми петлями и не довязываем теперь 4 петли. Вот 1, 2, 3, 4 петли, да? И 2 раза теперь провязываем по 2 петли вместе. 1, 2 петли вместе и 2 раз 2 петли вместе и поднимаем петлю. Все, подняли. Значит, теперь у нас тут должно быть 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петель получилось. Разворачиваем вязание. С изнанки мы не убавляем петли, просто провязываем все петли лицевые и только в конце провязываем 2 петли вместе. Вот эти 2 петли, как мы убавляли,
Так их 2 вместе вот так и провязываем. Провязали и подняли петлю. Здесь все точно так же. Развернулись. А здесь снова убавляем. Первую петлю снимаем. Следующие 2 провязаны 2 вместе. Так, туго провязала. Провязаны 2 петли вместе. Вяжем лицевыми петлями и не довязываем 4 петли. Вот 4 петли. Провязываем 1 раз 2 вместе и 2 раз 2 вместе. Провязали и поднимаем петлю. Все. Теперь здесь 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель. Разворачиваемся. Первую снимаем. Дальше вяжем лицевыми. И в конце провязываем 2 петли вместе. Вот эти 2 петли провязываем 2 вместе и поднимаем снова петельку. Подняли, развернулись, делаем снова убавление. 1 снимаем, 2 вместе, не довязываем 4 петли. Вот 4 петли, провязываем 2 вместе, еще раз 2 вместе и поднимаем. Теперь у нас здесь 8 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель. Разворачиваемся. Первую снимаем. Здесь вяжем лицевыми. И в конце вот эти 2 вместе провязываем. И поднимаем петлю. Подняла, развернулась и еще убавляем. Первую снимаем, провязываем 2 петли вместе, провязали, 1 лицевая, потом вот эти 1 раз вместе и еще раз вместе. Все, теперь смотрите, у нас осталось здесь 1, 2, 3, 4, 5 и 6-ю поднимаем. 6 петель. Разворачиваемся. Первую петлю снимаем, перекидываем, вяжем лицевыми петлями. Здесь 2 вместе и поднимаем петлю. Подняла. Все. Теперь заканчиваем. Вот у нас вот эти 6 петель. Мы еще раз провязываем. 1 снимаем. Снова в конце вот эти 2 петли вместе. Здесь, смотрите, все, вот последняя петелька. Вот она. Мы ее поднимаем. И со второй стороны тоже нам надо поднять последнюю петлю. Вот эту петлю, как всегда, снимаем. Вяжем лицевыми. В конце вот эти 2 вместе провязываем. Провязали. И вот здесь вот последнюю петельку берем. Вот здесь подхватываем и вытягиваем. Все. Довязали. Так. Вот такая вот пяточка получилась. И здесь у нас 6 петель. Вот. И вот такая вот подошва. Далее закрываем эти 6 петель. Как всегда, первую снимаем, следующую провязываем, протягиваем, провязываем, протягиваем, провязываем, протягиваем, провязываем, протягиваем, провязываем, протягиваем. Так, смотрите, что дальше? Дальше вы можете вот здесь обвязать крючком, кто умеет владеть крючком. Но я знаю, что многие крючком не умеют владеть, поэтому я вам покажу просто обвязку спицами. Но получается почти как крючком. Так, смотрите, что надо сделать. Вот эту петлю возвращаем. Нам нужно 2 спицы. И смотрите, что мы делаем. Так, давайте я увеличу снова. Так, вводим спицу в петлю. Ввели. Вот 2 петли на спицы. Берем вот так, одеваем
эти 2 петли на спицы и провязываем их 2 вместе. Берем и вот так провязываем 2 вместе, провязали. Все, снова смотрите, здесь вот здесь получилась петля как крючком. Снова вводим следующую петлю, поднимаем, одеваем на 2 спицы и провязываем 2 вместе. И повторяем так, следующую вводим, поднимаем и провязываем 2 вместе. Снова вот видите, вот сюда поднимаем, одеваем, провязываем 2 вместе. И вот так вокруг обвязываем. Если вам удобно крючком, обвязывайте крючком. Сейчас я покажу, оно получается то же самое. Я вяжу по принципу крючка. Если бы вы вязали крючком, было бы то же самое. Провязали. Сейчас покажу, какая дорожка получается. Видите? Вот здесь получается дорожка, как будто вы вязали крючком. То же самое. И вот так по кругу полностью вяжите. Если здесь у вас туговато получается, да, то вяжите, например, в одну петлю или так 2 петли по одной петле, а в третью, например, 2 петли. Но это если туго, вы потом вот, когда померите на ножки, и вам покажется, что туго одевается, хотя туговато оно должно одеваться, чтобы потом с пятки не слетало, то можно распустить, потому что здесь ничего не распустится, до первой петли все распустить и связать так, как вот было бы удобнее. Не тянуло ничего, и нога бы ваша влезла. Крючком, конечно, это удобнее делать, но не все умеют им пользоваться. Поэтому специально для вас. Так, смотрите, если вот тут большая дырочка, да, берем вот эту вот, еще тут петелька есть, вот так вместе. Выводим. Вот так. Вот. Надеюсь, видно. И провязываем вместе. Следующую вот. И провязываем 2 вместе. Я думаю, здесь уже понятно, да, как это делать. Вот видите, тут тоже как будто большая дырочка. Вот. Берем следующую. И вот такая вот обвязка получается. Тоже петли, которые мы закрывали, мы по ним идем. Так, вот она следующая. Так, вот здесь, видите, опять на углу дырочка большая, поэтому поднимаю я здесь. И вот сюда вхожу и вытягиваю ниточку. И провязываю 2 вместе. Так, следующую петлю. И вот так по кругу. По краям, конечно, больше видно, лучше. Так, смотрите, я вокруг все обвязала и заканчиваю. Вот первая петля, вот видите, очень хорошо видно. Мы сюда вводим, и нам надо вот так поддеть и протянуть. Все. Потом еще раз в эту ниточку вот так в петельку протягиваем и отрезаем. Все. И следочек готов. Вот такой вот следочек получился. Вот это
часть, пяточка, видите, выше идет. Да что ж такое. Все, ниточки эти прячем. Ну, нитки, конечно же, крючком удобно прятать. Вы уже прячете так, как вам нравится. Я обычно вот сюда прячу. Можно взять иголочкой спрятать, это уже это. И все, и следочки готовы. Надеюсь, вам понравился мой мастер-класс, и вы обязательно свяжете такие слитки, потому что очень легко их регулировать на любой размер. Верхнюю часть можно вязать одинаковую, а только менять уже длину вот этой части менять. Если хотите глубже пяточку, то просто добавляете вот здесь больше петель, и все. Ну и на этом я буду прощаться с вами. И всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.